Уже лет 10, а может быть и 15, наша компания Griffin GT работает с поставщиком оборудования FIMAR, который мы сейчас немножко отрекламируем и расскажем про то, что они делают и какое оборудование им представлено. Давайте пройдем и посмотрим, что на этой выставке у них выставлено. Здесь есть небольшая кухня, где мы можем видеть, как реально работает техника. Вот сейчас Fast Oven представлен, Easy Line, это, скорее всего, производство Китая. Вот, закидываем пиццу, и там, в принципе, от 40 секунд до минуты, наверное. Мы видим 2 минуты. 2 минуты будет выпечена пицца от А до Я. Естественно, это там ничего... Никакой души в такое приготовление нету, потому что там используются микроволны, инфракрасные какие-нибудь нагревательные элементы и конвекция, да. Но, естественно, современная реальность показывает то, что быстро надо сделать где-то на заправках, в очередях, где стоит фестивали и все такое, это надо использовать. Здесь также самое мы смотрим линейка пасты. Вот сейчас онлайн можно посмотреть, как делается паста. Buongiorno. Нажимаем кнопку. Пастоделка, да. Qua possiamo già impastarla direttamente, si crea Да, то есть заранее уже есть вот тесто приготовленное. granulo. В гранулах нажимаем, и вот он уже выдирает. Есть вот так вот способ, как обрезание ножом вручную. Но также само можно прикупить вот такой аппарат, который вешается на нож, и он будет определенные секунды обрезать определенную длину. Это вы уже можете сами настроить. Ну, такая возможность есть. Вот такой аппарат подключается сюда и обрезается. Вот. Grazie mille. Также самое видим маленькая печка, побольше печка. И еще какая-то Rabido. Это, скорее всего, уже европейского качества что-либо, да. Здесь представлены FIMAR, кстати, имеет сам свой завод. Он что-то сам производит, что-то закупает у кого-то, да, но свое производство тоже имеет. Здесь, значит, это вот этот 100% их производства, это мясорубки, которые мы, в принципе, представляем, покупаем и даже под своим брендом у них заказываем, под нашим брендом Bernhard. Здесь вот есть двенашка, 22-я с грейтером и, наверное, 22-я с охладителем. Плюс бургер-формер, плюс, это, наверное, 32-я, да, побольше 32-я. Вот, есть у мясорубок полный унгер, где 3 сетки, 2 ножа. Есть обычный унгер, где полуунгер, так называемый, где просто сетка, 1 нож. Потом посмотрим, есть панорамные витрины плюс винные шкафы. Вот такое, как бы, решение. Плюс есть вот такие, как заморозка. Все, что касается заморозки, можно ставить. Потом вот эта сторона будет, это их производство. Также вот фаршемесы, пилы для костей. У кого небольшое производство, это надо делать, или какая-нибудь стейковая, где это тоже надо делать. Есть вот представлен какой-то небольшой инфракрасный кебаб-гриль. Маленькие печки. Ну, дверь такая увесистая. Правда, из черного металла. Корпус тоже черный металл. Это 100% бюджетная серия. Здесь есть маленькие такие, как тостерницы или что-то еще такое похожее. Соковыжималки цитрусовые. Крэшеры, блендеры, милкшейки. Пройдем дальше, что имеем. Ну, вот какие-то холодные столы. Подсказывает мне что-то, что это форкар, это больше уже не итальянская продукция. Вот FIMAR, это уже итальянская, да, тут поэтому написано Made in Italy. Грили, ну, такая Easy Line, квадратная, но дешевая серия. Вот, потом вот есть незаменимая вещь в каждом хорошо себя позиционирующем ресторане. Это саламандра. Циркулятор новый какой-то, я такой еще не видел. Мы обычно брали более простую серию. Будет как раз возможность про него узнать побольше. Так. Ну и простые печечки.
беймаринчики. Данные грили тоже сделаны, во-первых, в ЭУ. Ну, мы знаем завод, который делает для них, но не будем разглашать его название. Вот. Также вот есть обычная серия, это Slimline, где гаенчик заходит на узкую вовнутрь, в глубину. Он занимает мало места, порядка 50 сантиметров, но в глубину обычно больше обычного. Это где-то 77-80 сантиметров, да? Вот. Что имеем? Витрины суши-кейс. Есть маленькие вот морозилки. Сюда пройдем, это уже, скорее всего, будет Китай с итальянским брендом. Он так и называется Easy Line. Слышал неплохие отзывы по поводу соковыжималок для корнеплодов или яблок каких-либо. Блендеры с крышками, бургер-формер, циркулятор, там, ну вот это все. Вот, кстати, вилочный аппарат. Такой аппарат позволяет добиться вот такое тесто, как домашний замес. Планетарные миксера, пицца-стол с витринами. Также самое есть вот такие решения, как уже холодный стол с мойкой. Но надо сразу же понимать, что вырезать надо будет кран самому лично и смотреть заранее, раскрутив, где это можно технически сделать. Есть маленькие витриночки. Есть также такая как бы более бюджетная серия холодного стола. Он статический на 1.1 GN контейнер, не на 40×60. И здесь есть вот ряд. Не знаю почему, я уже вижу, что здесь под 40×60 контейнер. Это уже для готовых лепешек, бубликов, так сказать. Но зато 1,40 м на 70 м. И там самая дешевая цена на рынке будет у такой серии, вот такого типа. Пройдем дальше. Пройдем дальше. Здесь мы увидим холодильники под бар. Также самые статические напиточные холодильники. Кое-какие холодильники для выдержки мяса. Я лично им не особо доверяю, но можно пробовать. И что ответят клиенты. Все-таки там больше должна быть технология, но посмотрим. Ничего хорошего пока не могу сказать. Здесь есть винные шкафы, панорамные витринки. Вот такая есть узенькая серия, где есть очень мало места, но там порядка 40 сантиметров, 38. Просто холодильники, как везде. 600-литровый статика, 400-литровый статика панорама. Какой-то вот узенькая линия. Тоже можно, кстати, очень многие просят под 1 GN контейнер. Где-то точечно в том месте. Кстати, вот первый раз такое трогаю. Только что задумался. Вот, тут вот, можно 1.1 GN ставить напрямую. Выдолблено все направляющие для подносов. Можно напрямую, дженчики тоже ставить. Вентилируемые. Ну, в принципе, на колесиках. Удобная штучка, на мой взгляд, да. Ну, стандартные там 700-650, двойной 1400. И какие-то вот более маленькие, по-моему. Это для пасты или для мяса. Вот с корзиной 40×60. Потом есть вот такая маленькая серия шокер. Шокер на 2/3 GN контейнер, так называемый. Но его можно точечно там где-то ставить, где в ресторане сами там кто-то делает пельмешки или сувид или что-то подобное. То есть тоже удобно, где не надо гонять вот большой, который, в принципе, тратит много энергии, занимает много места. Если вам нужно только немножко, вот можно там обойтись таким небольшим. Потом вот эта витринка, ничего не знаю там про нее. Можно сказать, это просто стеклянная панорама, но без стеклопакета. Надо посмотреть, чтобы она не потела. Вот, есть ледогенераторы производства Италии уже, как нам рассказали. Ну и стандартные УВ, на УВ-лампах стерилизаторы ножей, плюс какая-то нержавейка.
Ну, нержавейка, я смотрю, не самого лучшего качества, но я думаю, она и не так уж и дорого стоит. Также представлены индукции в разных видах. Индукции, я уже вижу, что точно китайского производства. Это вот стройка, где вы можете вытащить панель туда-сюда. Есть вот микроволновки, это, смотрю, помощнее, где-то на 2-3 магнетрона. И на один магнетрон 25 литров, 34 литра. Слайсеры, ну вот такая мелкая техника для чего-то там. Маленькие двойные индукции, где-то 7 киловатт. И здесь банкетные тележки и теплые поверхности на красных инфракрасных лампах поверхности. Вот у кого-то есть кейтеринг, банкетерия или что-то подобное. Здесь можно сохранять весь продукт теплым, а здесь ставить уже готовую продукцию на тарелках перед отдачей банкета или чего там либо такого. Ну вот такой вот краткий, надеюсь, познавательный обзорчик. Вот стенд номер 1. Так что enjoy. Griffin GT – твой проверенный партнер в гастромире.